Всем привет, я Наталья, а это мой канал о вязании. Сегодня хочу показать вам один из вариантов использования вот такого квадратного мотива с цветком. Этот мотив я показывала, как вязать в одном из своих видео мастер-классов. В описании под видео добавлю ссылку на этот мастер-класс. Когда вы свяжете по тому видео такой мотив, не обрезайте ниточку. В этом мастер-классе я покажу вам, как продолжить вязание этого мотива, увеличив его на один ряд для использования в этой сумке. Высота вот такой сумочки чехла 19 сантиметров, ширина 13 сантиметров. Застегивается сумка на петлю и вот такую пуговку. Всего здесь 3 отделения, 2 основных, в которые легко помещается телефон и другие какие-то мелочи, и кармашек. Вяжу я эту сумку полиэфирным шнуром Карамель Бэби. Толщина шнура 2 мм. Отличный шнур. Я очень часто его использую для вязания своих сумок, особенно вот таких маленьких. Он отлично для этого подходит. Все необходимые материалы, которые нужны для вязания такой сумки, я добавлю в описании под видео. Также добавлю туда ссылку на магазин, где вы сможете приобрести все необходимые материалы для вязания такой сумки. И добавлю промокод на скидку для покупки любых материалов в этом магазине. Начнем вязать. Оставляем хвостик нити длиной где-то 40 сантиметров. И набираем цепочку из 68 воздушных петель. Делаем установочную петлю и начинаем набирать воздушные петли. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая и дальше 68 воздушных петель. Набрали 68 воздушных петель и делаем еще 2 воздушные петли подъема. Первая и вторая. Дальше находим третью петлю от крючка. Первая петля, вторая и вот третья петля. В эту петлю нам нужно связать полустолбик с одним накидом. Делаем накид на крючок, заводим крючок в петлю, вытягиваем нить, подхватываем рабочую нить и провязываем 3 петли на крючке. И дальше в каждую петлю нам нужно связать по одному полустолбику с накидом. Вяжем полустолбики с накидом до конца цепочки. Всего должно получиться 68 полустолбиков с накидом. То есть в начале ряда 2 воздушные петли и дальше всего по цепочке 68 полустолбиков с накидом. Итак, довязываем полустолбики с накидом до конца ряда. Связали последний полустолбик, делаем 2 воздушные петли. Первая, вторая и разворачиваем вязание на другую сторону. Находим третью петлю от крючка. Первая, вторая, третья. И в эту петлю вяжем полустолбик с накидом. Крючок заводим за обе стенки петли. Связали полустолбик и дальше в каждую петлю вяжем по одному полустолбику с накидом. Так же, как и в предыдущем ряду, должно получиться 68 полустолбиков с накидом. В начале ряда снова 2 воздушные петли и дальше 68 полустолбиков с накидом. Довязываем до конца этот ряд. Делаем 2 воздушные петли подъема. Первая,
вторая, разворачиваем вязание, и все последующие ряды нам нужно связать точно так же, как мы только что провязали этот ряд. В начале ряда 2 воздушные петли подъема, и дальше в каждую петлю за обе ее стенки вяжем по одному полустолбику с накидом. Всего в ряду 68 полустолбиков с накидом. Нам нужно связать 25 рядов полустолбиками с накидом. Крючок в начале ряда мы заводим в третью петлю от крючка, вяжем первый полустолбик и повторяем предыдущий ряд. Всего 25 рядов. Вместе мы связали 2 ряда, значит еще нужно связать 23 ряда самостоятельно. Связали 25 рядов полустолбиками с накидом. В каждом ряду по 68 полустолбиков с накидом. Делаем 2 воздушные петли подъема и разворачиваем вязание на другую сторону. 26 ряд будем вязать вместе. Итак, в начале ряда у нас 2 воздушные петли. Находим третью петлю от крючка, первая, вторая, третья, вяжем в нее так же, как и вязали, полустолбик с накидом. И дальше по всему ряду всего нам нужно связать 57 полустолбиков с накидом. Первый уже связали. Дальше продолжаем вязать полустолбики с накидом. Всего их должно быть 57. Связали 57 полустолбиков с накидом и делаем 15 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12, 13, 14 и 15 воздушная петля сделали. И в следующую петлю вяжем полустолбик с накидом. Накид на крючок, заводим крючок в следующую петлю и провязываем полустолбик с накидом. Провязали и дальше до конца ряда довязываем полустолбики с накидом. Довязали до конца ряда. Последний полустолбик с накидом у меня. И на этом вязание основной части завершаем. Ниточку пока не обрезаем. И сейчас нам с вами понадобится 2 маркера. Берем маркеры и начинаем отсчитывать петли от начала ряда. Считаем от самой первой петли. Нам нужна 23 петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 петля. Отмечаем 23 петлю маркером. Дальше от этого маркера снова отсчитываем 23
третью петлю находим. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая, девятнадцатая, двадцатая, двадцать первая, двадцать вторая и вот 23 петля. Вешаем на нее маркер. Отметили маркерами и складываем вот таким образом. Берем полотно с противоположной стороны от петельки и прикладываем его вот к этому маркеру. Вот таким образом, то есть петля под маркером, она остается свободной. И все, что под этим маркером свободно, мы прикладываем до петли под маркером. Вот таким образом. Складываем полотно. Полотно находится до петельки, которая отмечена маркером. Сложили. И дальше ту часть, где у нас петля, накладываем сверху и вот что получается. Вот таким образом нам нужно будет с вами сшить сумку. Вот это будет задняя часть сумки, это передняя часть сумки, то есть петля должна находиться на задней части сумки, чтобы впоследствии, когда мы пришьем вот сюда пуговку, вот так вот можно было эту сумочку застегивать. Маркеры нам нужны для того, чтобы видеть место соединения сумочки, чтобы сделать ровные аккуратные кармашки. Итак, берем иглу, находим хвостик нити, который мы оставляли в начале вязания, и заправляем его в иголочку. Возвращаем назад, то есть разворачиваем. Вот таким образом еще раз аккуратно прикладываем. Выравниваем все уголки и все полотно, чтобы ровно лежало. И начинаем делать соединение от того края, откуда у нас идет хвостик нити. Соединять будем, цепляя петли на одной стороне и на другой стороне. Делается это очень просто. Просто берем с помощью иглы, захватываем петлю на одной стороне сумки. Дальше захватываем петлю на другой стороне сумки. Снова возвращаемся на эту сторону, захватываем петельку. Дальше с этой стороны захватываем петельку. Снова на этой стороне захватываем петельку. На этой стороне петли захватываем в произвольном порядке, симметрично друг к другу. С одной стороны и с другой стороны. И таким образом продолжаем делать соединение. Все достаточно просто. Петля с одной стороны и петля с другой стороны. И вот так вот продолжаем соединять до верхнего маркера.
Завершаем соединение, и сейчас оставшийся хвостик нити нам нужно спрятать в полотно. Прячем его с изнаночной стороны, сумки, то есть это у нас вот это будет сторона, внутренняя сторона. Заводим иглу под петли. Прячем в разных направлениях, чтобы ниточка была хорошо спрятана. Немножко в сторону, опускаемся, снова немножко в сторону и опускаемся. Спрятали хвостик на нужную длину. Обрезаем его близко к тому месту, откуда выходит ниточка. Обрезали. И с помощью зажигалки фиксируем ниточку. И все. Соединение сделано, хвостик спрятан. Дальше нам нужно соединить уже вот эту сторону с вот этой стороной. Загибаем вот таким образом. И будем делать соединение по этой стороне сумки с помощью нитки, которой мы вязали основное полотно. Берем ниточку, которой вязали основное полотно, и отмеряем, откладываем, вот так вот ее прикладываем по высоте сумки, дальше по ширине сумки и в обратную сторону. По ширине сумки и по высоте сумки. И вот в этом месте обрезаем ниточку. Немножко фиксируем хвостик с помощью зажигалки, чтобы она не распускалась в процессе вязания. Заправляем эту нить в иглу. И начинаем делать такое же соединение, как делали внутри сумки. Расправляем все стороны, чтобы ровно сшить все. Вот у нас здесь также получается, мы отмечали петлю с помощью маркера. И вот петля рядом с ней. Напротив этой петли нужно сделать соединение. То есть вот таким образом мы прикладываем все. Заводим нить в петлю и фиксируем. Зафиксировали и начинаем соединять. Также захватываем петлю на одной стороне сумки. И на другой стороне сумки. И соединяем вместе эти две стороны. Петли захватываем в произвольном порядке. Можно почаще делать соединение, можно делать чуть-чуть пореже. Как вам удобнее и как визуально вам больше нравится, так и соединяйте.
Соединили эту сторону и начинаем соединять донышко. Здесь нам помогут петли, которые лежат вот так в 3 ряда. Соединяем сразу вместе 3 стороны. Сейчас я на эту сторону выведу. В петлю на одной стороне, сразу в центральную и сразу в петлю на другой стороне. Следующую петлю в центре, также следующую и в петлю на противоположной стороне. Следующую петлю, центральную и в петлю с этой стороны. И вот таким образом продолжаем соединять донышко сумки. Завершаем соединение. И здесь хвостик нити лучше всего прятать в само донышко. Также под петли в обратную сторону. На необходимую длину. И дальше фиксируем этот хвостик нити, чтобы впоследствии сумочка не распустилась. Как это сделать, я уже показывала при другом соединении. Сделали все соединения, теперь маркеры можно снять. И основная часть сумки готова. Вот так она выглядит. 2 основных кармашка и петелька для пуговки. Дальше, для того, чтобы закончить вязание нашей сумки, берем квадратный мотив с цветком, о котором я говорила в начале видео. И повторюсь, после того, как вы его связали, нить не обрезайте. Вот провязан последний столбик с накидом, и мы продолжим вязание этого мотива. Нам нужно увеличить его на 1 ряд. Немного вытягиваем нить на крючке. Находим 1, 2, 3, третью петлю, заводим с изнаночной стороны на лицевую крючок под эту петлю и одеваем снятую петлю на крючок. Выводим ее на изнаночную сторону. Снимаем петлю с крючка. В получившуюся перемычку заводим крючок. Одеваем петлю на крючок, вытягиваем на лицевую сторону и немного увеличиваем петлю по длине. Дальше вот таким образом оборачиваем нить вокруг крючка, подхватываем рабочую нить, провязываем петли, лежащие на крючке, затем оставшиеся 2 петли. Сделали подъемный столбик и дальше над каждым столбиком предыдущего ряда нам нужно связать по одному столбику с накидом. Накид на крючок, и над следующим столбиком вяжем столбик с накидом. Над следующим столбиком также столбик с накидом. Над следующим столбиком также столбик с накидом вяжем. И над следующим столбиком вяжем столбик с одним накидом. Связали. Дальше в арку из воздушных петель мы вяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый
и 5 столбик. Дальше над каждым столбиком с накидом предыдущего ряда вяжем по одному столбику с одним накидом. Вот у нас идет столбик, вяжем накид на крючок и вяжем над ним столбик с одним накидом. Над следующим столбиком также вяжем столбик с накидом. И над следующим столбиком также вяжем столбик с одним накидом. Дальше все просто. Мы повторяем то, что делали вот с этой стороны. Доходим до арки из воздушных петель. То есть, как я уже сказала, над каждым столбиком предыдущего ряда вяжем один столбик с накидом. В арку из воздушных петель вяжем 5 столбиков с накидом. Дальше снова по одному столбику в каждую петлю. То есть один столбик над столбиком предыдущего ряда. В арку снова 5 столбиков с накидом. Снова по одному столбику 5 столбиков в арку. И доходим до конца ряда по одному столбику в каждую петлю. Итак, довязали мотив. Вот так он сейчас выглядит. Мы увеличили его на один ряд. Дальше немножко петельку удлиняем, чтобы не выскочило просто. И отмеряем ниточку вот таким образом. Один раз обернули. Второй раз обернули. И третий раз обернули. И нужно отрезать ниточку вот такой длины. Отрезаем. Фиксируем, чтобы не распустилось. И делаем соединение. В первую горизонтально лежащую петлю с изнаночной стороны на лицевую заводим крючок, одеваем петлю на крючок и ниточку полностью вытягиваем через петлю. Немножко застряла. Вытянули. Дальше в последнюю петлю, в центр последней петли снизу вверх заводим крючок, подхватываем ниточку рабочую и снова вытягиваем ее полностью. Сделали соединение, подтягиваем петлю, чтобы здесь все было ровно и красиво. Расправляем мотив. И дальше его нужно будет соединить с основной частью сумки. Соединение делаем с помощью иглы. Для этого заводим нить в иглу. И соединять мы начнем с боковой стороны. Местом соединения прикладываем мотив к сумке вот таким образом, чтобы вот здесь было. Прикладываем на уровень, в принципе, как вам больше нравится. Можно по центру сделать, можно чуть ниже. Я вот на такое расстояние опущу свой мотив. То есть у меня здесь получается место соединения. Дальше первый, второй и третий ряд. На уровне третьего ряда я буду соединять мотив с основной частью сумки. Выглядеть это будет вот так.
расправляем все. Можно зафиксировать этот мотив булавками, чтобы при соединении он не съезжал. И начинаем делать соединение. Цепляем петлю на сумке и заводим иглу в петлю на мотиве, в центр петельки. Выводим нить. Снова цепляем петлю на сумке и в центр следующей петли на мотиве. Повторяем. Цепляем петлю на сумке и выводим иглу в центр петли на мотиве. Таким образом соединяем вот до этого места, до уголочка. Соединили до уголка. В следующую петлю в центр сверху вниз заводим иглу и вытягиваем ниточку. Полностью вытянули и снимаем нить с иголочки. Мотив мы будем использовать как карман в этой сумке, поэтому вот эту сторону нам не нужно соединять с сумкой. Мы обвяжем сейчас эти петли полустолбиками с помощью крючка. В ту же петлю, в предыдущую, перед той, откуда выходит рабочая нить, заводим крючок и вытягиваем вот такую петельку. Дальше в следующую петлю за обе стенки завели крючок и протягиваем петлю через петлю, которая была на крючке. В следующую петлю также заводим крючок, вытягиваем нить, протягиваем через петлю на крючке. И вяжем в каждую петлю по этой стороне по одному полустолбику. Обвязали эту сторону полустолбиками и полностью вытягиваем нить. Снова берем иголку и заправляем нить в иглу. Продолжим соединение мотива с сумкой. Поправляем, чтобы мотив ровно лежал. В ту же петельку, откуда выходит рабочая ниточка, заводим иглу и вытягиваем нить. Захватываем петлю на сумке и выводим иглу в центр следующей петли на мотиве. Снова захватываем петлю на сумке и выводим иглу в центр петли на мотиве. И таким образом продолжаем соединять вот эту сторону, дальше вот эту сторону мотива и вот эту сторону, доходим до начала соединения. Завершаем соединение. После этого прячем хвостик нити под петельки, обрезаем и фиксируем.
Итак, хвостики все спрятаны. Я пришила к своей сумочке-чехлу вот такую пуговку. Осталось только выбрать для этой сумки ремешок. На моем канале есть множество вариантов вязания разных ремешков для сумочек. Вы можете посмотреть и выбрать для себя тот, который наиболее вам понравится и, по вашему мнению, подходит для такой сумки. Спасибо, что вязали сегодня вместе со мной, и до новых встреч в новых видео.